Вопрос к картам у нас сегодня будет, как поступить в загаданной ситуации. У нас будет 4 варианта ответов. Первый, второй, третий и четвертый. Выбирайте понравившуюся вам карту. Напоминаю, расклад это общий. Если вам нужно разобрать ситуацию вашу личную, записывайтесь на личный расклад. Ссылки есть под видео. Выбирайте карту. Первый вариант, как поступить в загаданной ситуации. По этому варианту требуется ваше непременное участие, ваше решение, ваши идеи, ваше непосредственное участие в этом процессе, в решении этой ситуации. Не сидеть сложа руки, действовать, давать какие-то новые идеи или посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны, или просто раз и навсегда разрубить какую-то ситуацию, то есть отрезать, да, это точно да, нет, это точно нет, и именно от вашего решения зависит решение всей ситуации. Второй вариант, как поступить в загаданной ситуации. По второму варианту, для того, чтобы решить загаданную ситуацию, как вам поступить, здесь нужно вас спросить совета у семьи. Здесь важно учесть их мнение, что они думают по этому поводу, как они видят ситуацию и как они бы, может быть, посоветовали бы вам ее решить, как они бы это решили. В общем, здесь прислушаться к опыту более старших людей, спросить совета у семьи. Третий вариант, как поступить в загаданной ситуации. По этому варианту здесь прям просится сказать, что удача решит все сама за вас, ситуация решится сама собой, и даже, может быть, она уже решилась, вы просто не в курсе, что она решилась, и что вы только зря сейчас переживаете. По этой карте здесь нет каких-то именно планов к действию. Здесь именно наслаждение результатом. И наслаждение, может быть, ситуация не решается, и вы должны получить удовлетворение от того, что она не решается. Может быть, если бы она решилась, вам было бы от этого хуже. Поэтому здесь еще такая мысль будет, что получайте удовольствие над тем, что сейчас происходит с вами. То есть, может быть, не решение этой ситуации для вас, наоборот, в плюс. Либо она решится сама собой, не в худшую для вас сторону. Но по поводу действовать, здесь думать о хорошем. Думать о хорошем, потому что наши мысли, они материальны. Четвертый вариант, как поступить в загаданной ситуации. По этому варианту, по этому варианту вы должны все взять в свои руки, действовать решительно, составить план и действовать согласно своему плану. Как танк идти, где-то сказать, напролом даже. Напролом, соблюдая свои собственные интересы. Делать так, как вам нужно, как вы составили себе план и поступать согласно этого плана. Либо, если вы не можете сами, может быть, требуется более высокопоставленные люди. Здесь совет может быть обратиться к людям, обладающим большей властью, в зависимости от того, какая у вас ситуация. Вот. Но здесь нужно именно решительно и планомерно действовать, не сидеть, не ждать у моря погоды.